И всем привет, мы на канале RaiDe, меня зовут Сергей, и мы продолжаем проходить GreedFall. В предыдущей серии мы заключили мир между Хикметом и одной из деревень, из одного племени, но, к сожалению, нас подставили. Плюс я хотел после вне стрима проверить, как решить вот этот вот баг с заданием госпожи Маранж. Его не решить. Все. Просрано. Надо было по заданию, видимо, сюда идти, чтобы все засчиталось. Но я пошел сюда без задания, просто исследуя мир. И теперь у меня вот такой вот индикатор будет, видимо, всю жизнь. Так. Мусора мы набрали, не набрали? Так, мусор мы ему сбагрим. Так, интересно, а цены, они ведь не зависят от торговца, которому я продаю? Так, хватит, мы поговорили уже. Что у нас дальше по заданиям? Давай смотреть. Дополнительные сначала посмотрим. Нас что-то хотел навеки нафт. Васка хочет помощь. Давай поговорим с ним. Он будет говорить сейчас. Glad to see you, my friend. I intend to prove to the Admiral that I fully identify as a Nart once more. Without regrets, I will have to go through a test of loyalty. It will certainly be dangerous, but with your help, I am convinced that I will succeed. So, shall we go and see her? Да. With pleasure. Let's see what adventure she has in store for us. Закончим задание Васк. Васка будет наш лучший друг, получается. Так, задание Васка, чемпион арены, лесозаготовка. Мы, кстати, на арену вполне себе можем сходить, еще один этап арены закрыть. Разобраться с происходящим вокруг поляны. Вот это тоже надо бы сделать. Куда-то нам надо сейчас до этого прохода дойти. Пошли. Это нам надо бы сделать, потому что это одно из достаточно старых заданий. Мы сейчас его выполним. Так, подеремся, чтобы вспомнить вообще, как драться. Я, по-моему, в игру не заходил дня 2. Стримы были подготовлены на несколько дней. Точнее, записи летсплея. Сегодня у нас 13 число, до 13 января 2024 года. Сегодня будет стрим в 4 часа. Если кто серию... ну, он как раз и начнется. Скорее всего, когда вы смотрите эту серию, он уже идет. Но если вы смотрите после, то, конечно же, нет. Где-то в записях на канале он есть. Где-то он есть. Так, пойдем. Красный лес. Вот. Куда там идти? Фаристель. Наверное, Фаристель. 18 часов идти, прикиньте. Это ж охереть. Это ж охереть. Курт ничего не узнал пока, походу. Ну ладно. Я бы хотел ходить, конечно, с Куртом, а не с Васко, потому что у Васка стиль боя примерно мой. А мне хотелось бы... Так, не сюда. Куда идти? По-моему, здесь вот есть проход. Да, кстати, это называется костер, лагерь у Вигиедиго. Мы перемещаемся к нему. Вот. Это нас спросили, если что, напоминаю тем, кто подключился только сейчас, или тем, кто не смотрел просто предыдущую серию или забыл. Это у нас будет задание по поводу того, что люди из мостового альянса вырубают какую-то священную рощу, которую им разрешили вырубить, но не дают теперь туда вернуться племенам, чтобы снова засеять леса. Так что мы сейчас туда сходим, как раз новую зону изучим.
Блин, арт-дизайн мне прям нравится. Не устану это говорить, он всегда приятный. Я здесь еще не был, так что мы осмотрим все, что можно. Как бы разработчики, когда не дают гигантский открытый мир или респают квестовые вещи и квестовые локации доступными во время простого изучения, это, блин, их проблема, что игрок туда раньше пришел, чем должен был. Так что баг, как с квестом Оранж, должны предусмотрительно исправлять разработчики. Чтобы такого, как у меня, не было. Потому что, ну, человек по квесту другому пришел раньше в это место. Может, он даже не знал, что в будущем ему дадут еще один квест сюда. И, блин, теперь ему маркер будет мешать всю игру. Так что они должны просто думать, что... Или хотя бы не давать возможность туда зайти, пока квест не начнется. Что Перс подходил и говорил: не, я туда пока не пойду. Вот это было бы самым логичным решением на самом деле. Самым логичным из возможных. Интересно, на этой локации будет босс? В прошлых сериях мы убили, между прочим, так-то повелителя болот, хранителя болот местного. Оп-оп, куда-то это нас выведет. Так, это нас приведет к тупику и месту, похожему на квестовую арену, поэтому сюда мы не идем. Мы сюда идем. Так, в горы куда-то можем подняться. Оп. Надо бы Сиори и Васка уже броню поднять. Мне кажется, я собрал достаточно ресурсов. Чуть не споткнулся. Чтобы их немножечко так модернизировать. Их аксессуары и броню. Оружие я, по-моему, поднял им. Но еще проверю на всякий случай. Так, ну в этом направлении ничего нет. В этом мы убедились. Давайте пойдем. Есть какой-то шалаш дозорных. Налево сейчас пойдем. Там опять эти волки непонятные. Вроде бы они ничего не охраняют, поэтому драться с ними смысла нет, только ради опыта. Но они респятся, поэтому это можно всегда наверстать. Если бы они не респались, тогда да. Так, грибы собираем. Оп-оп-оп. Так. Куда я вообще иду? Вот сюда надо. Вон та роща. Это еще один лагерь. Оп, лагерек. Да, в этом направлении побольше точек интереса, конечно. Так. Чуть не утонул в ручье по колено. Так, в чем проблема? Ну пустите... What's happening here, soldier? These islanders want to enter a plot of land that belongs to the congregation. They are denying us access to the glade. We must heal it. Otherwise, this land will die. I am sorry, but we cannot let you enter this area. But we only want to plant some new trees. Bring life back. These people are fanatics, Your Excellency. Several woodcutters died last night, and I'm willing to bet that these savages had a hand in it. You are killing the earth, so it kills you in return. All of you are cursed. Shut it, you savage! De Sardet, I'm the legate of the merchant congregation on this island. I came to shed light on this affair. You said that some woodcutters died. Aye, they fell sick and died a few hours later.
Well, the camp doctor will be able to tell you more about it. You'll find him in the barracks right here. Thank you, soldier. I'll go see him. Please, Your Excellency, you may come in. Do not force us to use our... Так, в чем проблема? Hello, Doctor. I am the legate of the congregation. I was told about the disputes caused by this camp, and a soldier told me that several woodcutters died recently. Yes. They got sick yesterday afternoon, and a few hours later they were dead. I couldn't do anything except watch them writhing in pain. None of my remedies worked. If seeing corpses doesn't bother you, you can come and see the bodies. They're here. I hope that whatever killed them is not contagious. Так, These poor woodcutters look like they've suffered. This one has a swollen tongue, blood at the corner of the mouth. There are some peculiar red patches on the bodies. His eyes are bloodshot. This man choked to death. Strong smell of ammonia. The entrails must have been perforated. угу. Так, нажрались каких-нибудь ягод ядовитых, наверное, 100%. Куст ядовитый потрогали. Или заплевали их ядом эти чмошники волкоподобные. There's no doubt about it. You're probably right. But I've heard these savages talking so much about curses, so I thought it must be a mysterious disease, rather than seeing what was before my eyes. But how could these three men be poisoned? I'm not sure. Do their symptoms not point to anything? No. I've never seen such a deadly poison with these symptoms. Have you noticed anyone unusual here? Unusual? No. Did they drink anything in particular? They like to drink their fills in the evening. Life is dreary here. But if the poison was in the alcohol, I'd also be on the pile of corpses. What did they eat yesterday? Did they eat any mushrooms? Доктор we колдырит. avoid that kind of thing. We don't know enough about the region's plant life. The congregation provides us with dry produce, otherwise we eat game. Yesterday they butchered a beast brought by the hunters. Ну понятно все. Natives who bring us game regularly in exchange for knickknacks. But they've been restocking us for months. I struggle to believe that they're involved. Well, we'll see what they have to say. Where can I find them? They usually hunt on the edge of the wood that leads to this camp. Так, ну давай глянем. Ну это, наверное, те самые, да. Это, наверное, те самые. Принесли какого-нибудь ядовитого лоха. Что? Кто на меня напал? Не сегодня, малыш. This is our prey, Rendaikse. How can we earn our reward if you Нам она не всралась, ты угораешь. Сбирай. We were looking for you. Us? What do you want from us? 3 woodcutters were poisoned yesterday after eating what you brought them. Poison? I swear we are not responsible for this. Listen, all the clues lead to you, but it may simply have been an accident. How about you tell me exactly what happened? It wasn't really an accident, but we did not kill them either. Then tell me how it happened. We did not decide to do this. We were trading beautiful things with the camp. But the elder said that we would be traitors to our clan if we let the woodcutters cut down all the trees. Which elder? One of the old men from Vigigidor, our village. He is very angry because we cannot heal the glade. He gave us the meat of an andrig killed by a venomous Dosentats.
Its flesh is perfectly edible when prepared with certain berries, but without them, eating it would be Так. lethal. And since the Renaigse invaded our forest, these berries are nowhere to be found. He wanted it to be a lesson for them, so that they may understand that their destruction brings death. I will not hold you responsible, but from now on you will no longer bring meat to this camp. You are the instruments of a hateful old man's vengeance. And I'm under the impression that there will be even more deaths if I do not get to the root of this problem. Так, значит, гнида старейшина. Так, надо со старейшиной поговорить, получается. Но для начала мы сами эту рощу изучим. Пошли изучим эту рощу. Посмотрим, что у них там на самом деле. Какая вырубка, эта роща вообще не тронута, тут ни одного пня нет, вы что, угораете? Тут никто и не рубил никогда. Они просто бухают и жрут. Это все, что они, наверное, делают. Ну вот, да, вот вырублено. Да это кроха по сравнению с тем, что вокруг. 3 каких-то несчастных дерева. Так. Да много еще тут? Чего они переживают? Так, дальше что? Тюрьма в шахте. Ну, это какая-то очень маленькая локация. Пошли обратно. Погнали. Заодно к адмиралу наведаемся. На арену, может, сходим. Так, давай до утра поспим. До рассвета. До полудня. Новые ящики. Ща Константин порешает, что-нибудь придумает. Он голова. Не зря он сидит тут на попе ровно. Пусть хоть что-то поделает. Хотя, наверное, мы идем не к Константину, а к нашему наставнику. Мне что-то подсказывает именно это. Похоже, это так. Так тут и нет Константина. Что делает Курт? Что у меня в резиденции был демон? Да, мы идем к наставнику. Decided, my young student, what can I do for you? I have come to find you because I received a complaint from the natives of the village of Vigigador. They want to be able to access a clearing, exploited by our woodcutters, to heal it. To reforest it, I assume. But our men there say that it belongs to them, and are refusing to let the natives enter it. The site was supposedly ceded to them several months ago, but tensions are running high and some men have lost their lives. If we don't intervene, we're heading for a real confrontation. It is very regrettable, and I approve of your desire to appease this conflict. According to what you have told me, if ever there was a contract,
It must have been signed under our former governor. You should go to the archives and verify this. Then go and talk to Lady Laurine de Morange. And of course, I'll be delighted to help you once things have been clarified. Thank you, Professor. Once more, you've been of great help. Can your old professor still prove himself useful? Да, Looking не, forward to seeing you ничем. again, Погнали в Sir de архив. Courcilion. Погнали в архив. Теперь он где-то на днище. Где-то в подвале. Так, ну он явно не тут. Здорово, Константин. Так, архив-то тут. Не, где душный дед? Здесь душный дед. Архив где-то был. Я же помню. Так, ну тут архивируют только бочки, видимо, бухлом. Так, вот он. Документ на право вырубки леса. В результате переговоров между вождем Динкасом и ее сиятельством госпожой де Моранж касательно земель в окрестностях Квенвара, стороны договорились о том, что данные земли переходят в исключительную собственность торгового содружества для проведения лесозаготовительных работ. Проход на указанные земли разрешается только гражданам торгового содружества. Так, ну пошли теперь к Моранж. Сейчас выясним, в чем тут дело-то. Где-то она, по-моему, слева от резиденции жила, если я не ошибаюсь. Где-то она жила слева, да. Так. Good day, dear sir. Happy to see you again in such fine health. How can I be of service? I need you to enlighten me about the property deed of a glade near Vigigador. The natives want to access this place, which according to them is sacred, and which they would like to heal. But some of our men there are using this deed to deny them access to the area. Tensions are running high, and some people have died. Yes, there was a time when we enacted a lot of contracts. Do you have the document with you? Yes, here it is. This cession agreement is only signed with a cross on the native side. Well, writing is foreign to them, as is the notion of land ownership. For them, the earth only belongs to itself. If they did not possess these lands, how did they cede them? I doubt they knew what this agreement represented, to be honest. In that case, why make them sign it? When we arrived on the island, we had to ensure our access to certain commodities. We also had to make sure that we had legal ownership of the lands we were occupying. The natives dreamed of possessing some baubles that they didn't know how to craft. It was easy to make them sign agreements that they didn't understand by giving them some. I was a stranger to their philosophy then. I only thought about my city, and I regret it. I'm sure we can fix this mistake. I hope so, Your Excellency. Come, let's find Sir de Courcilion. Can I help you with any other matter? Чё, мне опять к деду возвращаться? Sir de Courcilion, it's always a pleasure. Хорошо, телепортнули. I expect you've come to see me about this regrettable problem concerning a clearing, which my student told me about. Indeed, and I think I may have a solution that will allow us to solve this conflict peacefully. I'm listening. I must admit that I established this at a time when the culture and mentality of the natives was foreign to me. The clan of this village was rather open to our presence. They welcomed us with benevolence.
For this reason, I think we should allow them access to these lands. In doing so, we would appease the tensions, and we would also retain ownership of the wood. We would even benefit from such an agreement if the natives reforest this area. Then we can exploit it for a longer period of time. I find this decision perfectly viable, and I approve, but several men were killed, and their comrades will seek vengeance if the person or persons responsible do not pay for their crimes. I am convinced that Dunkus, the chief of this clan, never approved such an action. I understand, but I will only write a decree allowing people to go to this clearing, provided the murderer is delivered to us. Thank you, Master. I will inform Dunkus of your decision. Так, понятно. Ладно, продолжим этот квест уже в следующей серии. Спасибо тем, кто смотрел, тем, кто еще будет смотреть. Давайте, всем удачи, всем пока.